Здравствуйте, друзья! Читая ваши комментарии на своем YouTube и Telegram канале, я понимаю, что существует большое количество людей, которые имеют желание внедрять у себя технологии умного дома и при этом не имеющие возможности глубоко погружаться в эту тему и инсталлировать альтернативные системы управления, например Home Assistant, приверженцем которого я являюсь. Потому что для решения многих бытовых и прикладных задач вполне достаточно штатного функционала. Так исторически сложилось, что в наших широтах наибольшую известность и популярность приобрела система умного дома от Xiaomi Mi Home, но она не единственная. И сегодня мы поговорим про систему Tuya Smart, которую совершенно незаслуженно часто обходят вниманием, хотя она совершенно ничем не уступает тому же Mi Home, а во многих моментах его и превосходит. В этом обзоре я расскажу про один из вариантов стартовых наборов для Tuya Smart, который состоит из ZigBee шлюза и 3 датчиков производства Alphawise. Но все сказанное мной не имеет привязки именно к этому производителю. Ровно то же самое можно получить и от других, например Mouse или The Mi Smart. Потому что роль производителя здесь в основном сводится к внешнему оформлению, а логическая часть идентична для всех. Как я уже сказал, мне достался стартовый набор 4 в одном. По сути, 4 устройства сложили в одну общую коробку. В зависимости от производителя внешний вид и компоновка будет отличаться. Производитель, а точнее заказчик моего набора Alphawise, бренд, принадлежащий магазину Gearbest. В набор входит ZigBee шлюз и датчики температуры и влажности, открытия и движения. На всех коробках стоит отметка о том, что датчики предназначены под экосистему Tuya Smart. К слову сказать, многие датчики от разных брендов совершенно идентичны не только по аппаратной части, но и даже внешне. Начнем с шлюза. Его главная задача – это обеспечение связи с устройствами с беспроводным интерфейсом ZigBee. Кроме него у шлюза есть и Wi-Fi, с помощью которого он подключается к домашней сети и держит связь с облаком. Кроме шлюза в его коробке еще нашлась небольшая инструкция на английском. Размер в сравнении с круглым шлюзом Xiaomi. Кстати, его основная задача ровно такая же – работать мостом между основной транспортной сетью Wi-Fi и энергоэффективной ячеистой сетью ZigBee, в которую соединены датчики, сенсоры и исполнительные устройства умного дома. Для этого шлюза не нужно никаких переходников, он оснащен нормальной вилкой европейского образца. Никаких других разъемов или соединителей на корпусе больше нет. Из управляющих элементов имеется одна кнопка, которая имеет несколько вариантов нажатий в зависимости от желаемого результата. Шлюз подключается в розетку, он достаточно компактный и не мешает соседним устройствам. После первого подключения он автоматически переходит в режим сопряжения, о чем свидетельствует мерцание светодиода на фронтальной стороне. Базовыми приложениями для этой экосистемы являются Tuya Smart и Smart Life. Кроме этого, ряд производителей, например Blitzwolf, выпустили свои клоны, рассчитанные только под собственные устройства. Я предпочитаю оригинал Tuya Smart, он понимает любые устройства экосистемы. У меня сейчас подключено 3 работающие по Wi-Fi, розетка Alphawise, потолочный светильник U-Torch и настольная лампа Nose. При добавлении нового устройства приложение показывает ряд предупреждений о том, что используется диапазон 2,4 ГГц, о внимательности при вводе пароля от сети, о необходимости выдачи разрешений приложению Tuya для использования различных интерфейсов и о том, что устройство запускает режим сопряжения на 3 минуты после первого включения или сброса в заводские настройки. Переходим в раздел добавления устройств, управление шлюзами и выбираем ZigBee шлюз. Тут их несколько вариантов, не страшно, если сначала ошибетесь, он просто не найдется. Приложение напишет, если ему не будет хватать каких-то разрешений у доступов. Когда все разрешения будут выданы, оно перейдет к процедуре поиска устройства. Сначала надо проверить, находится ли шлюз в состоянии сопряжения по мерцанию диодов. Если все ок, то на следующем этапе смартфон начнет поиск шлюза по имени точки доступа, которую тот создает при первом включении или сбросе. Далее смартфон подключается к шлюзу, передает параметры подключения, выполняет регистрацию в аккаунте и на финальном шаге остается задать имя устройства и место его расположения. Шлюз появился в общем списке устройств. Он автоматически обновляет свою прошивку, причем может это сделать несколько раз подряд. После этого он готов для подключения ZigBee устройств. Кроме ZigBee устройств, никаких других действий, как например шлюз Xiaomi световые и звуковые сигналы, производить он не будет. Теперь перейдем к дочерним устройствам шлюза. Первым рассмотрим датчик температуры и влажности. Он поставляется с такой же лаконичной инструкцией и куском двустороннего скотча для крепления на стене.
Датчик чем-то напоминает спичечный коробок с закругленной стороной. На нижнем торце, на слайде он сверху, находится отверстие для забора воздуха. Сзади отсек для элемента питания. Чтобы он не разряжался в дороге, установлен специальный пластиковый предохранитель. В отличие от аналогичных датчиков Xiaomi или Aqara, где используется плоская батарейка CR2032, тут установили литиевую батарейку CR2 гораздо большей емкости. На верхнем торце датчика находится единственная кнопка, которая будет необходима для его перевода в режим сопряжения. Заходим в плагин шлюза и нажимаем «Добавить под устройство». Согласно подсказке, зажимаем на датчике кнопку на 5-7 секунд, пока не начнет мерцать светодиод, и переходим к шагу поиска. Через несколько секунд шлюз обнаруживает устройство и показывает его имя. Для завершения подключения нажимаем на него и указываем его имя и месторасположение. В общем списке появляется новое устройство, причем данные температуры и влажности видны сразу в строке датчика. Здесь мы встречаемся с трудностями перевода, причем не последний раз. В плагине шлюза он гордо именуется как датчик температуры и шума. Такие особенности мы будем встречать в самых неожиданных местах. Датчик имеет свой плагин, в котором отображаются текущие значения этих параметров, а в нижней части окна есть исторические данные в виде графика по их изменениям. Слева посередине изображен уровень заряда аккумулятора, слово «высокий» очевидно о нем. А вот слово «высокий» справа – это вызов в меню уведомлений датчика, оно, кстати, встречается у всех подобных сенсоров. Датчик может отправлять уведомления по показаниям температуры, но мне не удалось выяснить порог срабатывания, и по низкому заряду батарейки. Датчик также может участвовать в автоматизациях, о них мы позже поговорим в этом обзоре. Он может служить условием срабатывания автоматизации по 3 видам показаний – жужжание, аккумулятор и температура. Жужжание, как догадались самые продвинутые зрители, это не обнаружение роя пчел или ос, а влажность. Тут есть 3 условия сработки – меньше заданного значения, равно указанному значению и больше заданного значения. Именно для этого датчика актуальны условия больше и меньше, причем значения могут задаваться вплоть до сотых доли процента. С температурой никаких интриг нет, это действительно именно температура. Те же 3 условия, больше, меньше или равно. Лично меня заинтриговал возможный предел установок от минус 40 до плюс 200 градусов Цельсия. Это особенно интересно с учетом того, что это датчик для внутреннего комнатного размещения. Третий тип показаний – это батарейка, и очень полезно, чтобы можно было отправлять уведомления о необходимости ее замены, и тут этот параметр можно настраивать, в отличие от уведомлений из плагина датчика. Следующим будет датчик движения. Он также поставляется с кусочком скотча и небольшой инструкцией. Внешне это совершенно типичный датчик движения с окошком сенсора на фронтальной части. Сзади отсек для элемента питания, тоже с предохранителем. Мелочь, но ее не всегда учитывают. Например, в ZigBee устройствах Xiaomi, тех, что рассчитаны на внутренний рынок, их не ставят. Кнопка сопряжения находится на верхнем торце датчика. По ней, кстати, можно и определять, где верх, а где низ. Элемент питания тут тоже CR2. Насколько хватит, я не знаю. Но у датчиков Xiaomi плоской батарейки хватает на годы. Тут должно быть как минимум столько же. Процесс добавления аналогичен уже рассмотренному. Зажимаем кнопку, запускаем сканирование, задаем имя и локацию. С датчиком движения не намудрили, он так и называется. В плагине датчика сверху отображается его текущее состояние, есть движение или нет. Когда движение обнаруживается, приложение считает, что кто-то переехал, но мы уже знаем про особенности перевода. Переход в состояние «нет движения» происходит ровно через 1 минуту после его последней регистрации. В нижней части окна лог срабатываний. Тут же есть индикатор заряда и меню уведомлений. Тут оно названо как «установить будильник», видимо от слова «аларм». Тут есть 2 условия срабатывания, если датчик регистрирует движение и по уровню заряда батарейки. Это проверить легко, и действительно уведомление прилетает на телефон, когда датчик отслеживает движение. Это действие считается тревожным срабатыванием, и кроме лога в самом плагине, будет отображаться в журнале тревог приложения Tuya Smart. Сюда же будут попадать аналогичные события от других датчиков. В автоматизациях датчик может быть условием, есть 2 типа событий. Про батарейку мы уже знаем, тут то же самое. Остается событие государства, видимо так перевели английское state. Состояние у датчика может быть 2, есть движение и нет движения. Кроме этого есть 2 производных события, наличие или отсутствие движения в течение заданного времени. Интервал можно задать от 1 секунды до 5 часов. И последний из набора датчик открытия. Комплект поставки тоже включает в себя датчик, небольшую инструкцию, она в кадр не попала, и двусторонний скотч для крепления. Физически датчик разделен на 2 части.
Собственно, сам сенсор, который реагирует на состояние гиркона. Это микровыключатель, который замыкается и размыкается при приближении к нему магнита. И сам магнит, который воздействует на гиркон. На их корпусах есть метки, которые нужно совмещать. Элемент питания тут тоже CR2. Предварительно я это отношу к плюсам, так как использование емких батарей должно повысить автономность работы. Подключение устройства аналогично. Зажимаем кнопку, шлюз находит и сопрягается с датчиком, называем его и указываем локацию. Вот так в плагине выглядят все датчики из стартового набора. Этот датчик именуется контактным. Этот датчик, как и датчик движения, может иметь только два состояния – открыт или закрыт. Поэтому такой тип датчика относится к классу бинарных сенсоров. В плагине отображается текущий статус – открыто или закрыто, в нижней части лог. Тут тоже есть статус батарейки, а меню уведомлений называется сигнализация. Сигнализировать он может о своих состояниях – открыто или закрыто, или об уровне заряда батарейки. Забегая вперед, скажу, что это все лучше настраивать автоматизациями. А в автоматизациях, кстати, тут вообще не заморочились с переводом, датчик открытия тоже служит условием. С уровнем заряда батареи, а это она скрывается под иероглифами, мы уже знакомы, а меню State это его состояние. Открыто-закрыто или находится в одном из этих состояний в течение заданного времени от секунды до 5 часов. В этой части обзора мы поговорим об автоматизации. Понятно, что эта тема сама по себе огромна и вместить ее в один обзор просто невозможно. Но некоторые базовые принципы и прикладные примеры мы с вами рассмотрим. Основной экран приложения Tuya Smart представляет собой список подключенных устройств. Сценарии находятся на втором экране, кнопка внизу в центре. Он в свою очередь делится на мгновенные сценарии и автоматизации. Чем же они отличаются друг от друга? Нажмем на оранжевый плюс в правом верхнем углу. Это запустит мастер создания сценария, он общий. Что это будет, мгновенный сценарий или автоматизация, зависит от условия. Первое, которое называется «коснитесь для запуска», это и есть мгновенный сценарий, последовательность действий, которая будет запускаться вручную. С него и начнем. После выбора ручного запуска открывается меню выбора действий. Первое – это действия с устройствами. В моем случае показано 3 устройства, которые могут выполнять какие-то действия, но по факту их 2, так как датчик температуры и влажности ничего делать не может. Если выбрать лампу, то откроется следующее меню «Все доступные действия», в данном случае включение и выключение, настройки яркости и цветовой температуры. Можно выбрать одно из этих действий, это позволит не просто включать или выключать его, но и устанавливать желаемую яркость и цветовой тон, например, в зависимости от времени суток. Выбрав нужное действие, в данном случае включение, нажимаем «Далее» и видим основу будущего сценария. Условием является ручной запуск, и в этом случае оно может быть единственным. А действий может быть много, пока тут только включение люстры. Чуть ниже имя сценария, оно задается автоматически, но для удобства назовем его более понятно. Нажав на плюсик в списке действий, они тут называются задачами, выбираем и добавляем еще одну, яркость. Тут она задается в диапазоне от 0 до 255, подобрать можно экспериментально. При необходимости добавляем дополнительные действия, например, включение целой группы светильников с заданными параметрами. Перейдем в меню «Стиль». Тут можно выбрать оформление сценария, то, как он будет отображаться в интерфейсе приложения. Это либо фоновый цвет с иконкой, либо картинка из числа доступных. Если включить переключатель «Показать на домашней странице», то после сохранения сценария он будет доступен не только из меню мгновенных сценариев, но и на главной странице со списком устройств. Когда на него нажимаем, запускается выполнение всех прописанных в нем действий. Вернемся к мастеру создания сценариев. Все пункты ниже ручного запуска, которые мы уже рассмотрели, относятся к автоматизациям. Действия в них будут выполняться в зависимости от каких-то факторов, но не вручную. Доступны следующие опции. Погодные условия. Они берутся из прогнозов привязки к местности, такие как температура. Влажность. Тут нет выбора цифровых значений, уровни разделены на 3 диапазона. Погода, например, дождь или снегопад. Кроме этого доступны события, восход или закат. Есть даже скорость ветра, возможно для автоматизации с закрытием и открытием окон. Приложение имеет доступ к геолокации, поэтому можно отрабатывать сценарии по выходу и входу из определенной зоны, которую можно отметить на карте с радиусом от 100 метров до 1 километра. Запуск автоматизации можно привязать к конкретному времени, причем с возможностью выбора дней и недели, когда они будут активны. И, наконец, условиями для запуска автоматизации могут служить состояние устройств. Давайте рассмотрим несколько практических примеров. Для начала возьмем датчик движения и выберем одно из доступных условий – определение движения.
После выбора условия для запуска автоматизации переходим к выбору действий. В отличие от мгновенного сценария, тут доступны все варианты, включая уведомления. Можно выбрать действия с устройствами. Доступны все те же, что и для ручного запуска. Можно запустить мгновенный сценарий или управлять состояниями автоматизации, об этом чуть далее. В сценариях уже доступен созданный нами ранее. Остальные опции — это отправка уведомлений на смартфон при выполнении автоматизации и задержка, которую можно задавать между выполнениями различных действий автоматизации. В качестве действия используем уже созданный нами мгновенный сценарий по включению люстры. Это удобнее, вместо того, чтобы создавать аналогичный порядок действий здесь. Задаем удобное имя для нее. Теперь переходим в меню срока действия. Это время, когда автоматизация будет активна. Это либо полный день, день и ночь, это время от рассвета до заката и наоборот, и заданный вручную интервал времени. Кроме этого, задаются и дни недели, когда автоматизация будет отрабатываться. В данном случае включать люстру по движению будем только в ночное время суток. При желании меняем стиль оформления автоматизации и сохраняем ее. После сохранения автоматизация готова к работе и видна в меню. При помощи переключателя на ней ее можно отключать и включать. При необходимости любая автоматизация может быть отредактирована или удалена. Например, в условия можно добавить еще один или несколько датчиков, а в действие новое устройство, задержки или уведомления. Сделаем обратный сценарий – выключение света по отсутствию движения. В условиях выбираем «Нет человека» продолжительность. Ставим нужное время, например 5 минут, а в действиях выбираем выключение светильника. В этом сценарии логично поставить продолжительность полный день на тот случай, если светильник будет включен вручную. Сохраняем и активируем его. Рассмотрим еще один сценарий – управление розеткой, в которую включен увлажнитель воздуха с механическим управлением, в зависимости от показаний влажности. Влажность в условиях у меня именуется жужжанием. Для включения будет использоваться условие влажность менее 40%. Действие включения розетки, тут оно обозначено как «на». Перевод английского слова «on». Время выполнения с 9 утра до 9 вечера, чтобы не гудело ночью. Выбираем желаемый стиль оформления и сохраняем его. Делаем обратный сценарий. Отключение увлажнения при превышении уровня влажности я поставил 60%. На розетке выбираем действие «выключить». Время действия ставим аналогичной автоматизации включения. Сохраняем и активируем автоматизацию. Кстати, в этом случае нужно добавить к условиям автоматизации еще и таймер, который будет отключать вечером работающий увлажнитель, не дожидаясь показаний датчика влажности. А при проветривании, когда окно открыто, есть смысл отключать увлажнитель, и для этого мы можем сделать автоматизацию по датчику открытия. Тут лучше ставить задержку, чтобы система не реагировала на случайные или короткие открытия-закрытия. Например, поставим открыто в течение 1 минуты. Далее выбираем действия с автоматизациями. Тут доступны все уже созданные нами автоматизации, выбираем ту, которая отвечает за включение увлажнителя, и отключаем ее. В этом состоянии она отрабатываться не будет. Дополнительно добавляем в действие отключение розетки с увлажнителями, сохраняем автоматизацию. Аналогично делаем обратную автоматизацию через минуту после закрытия окна. Восстанавливаем работу автоматизации включения увлажнителя и включаем саму розетку. Надеюсь, что информация из этого видео, а также базовые принципы построения сценариев помогут вам в создании собственных автоматизаций под личные нужды. Кроме этого, хотел бы добавить, что согласно моим личным наблюдениям, автоматизации, созданные в Tuya Smart, отрабатываются значительно быстрее, чем автоматизация в Mi Home. Однако это моя личная субъективная оценка. Тем не менее, хочу заметить, что именно задержки и тормоза в отработке Mi Home и служили главной причиной того, что я в свое время обратил внимание на альтернативные системы управления. В целом, конечно, если сравнивать эти две системы Tuya Smart и Mi Home, то по количеству устройств они примерно равны, хотя и там есть какие-то свои эксклюзивные фишки, которые нет в другой системе. Что касается доступности, то по цене и по доступности в локальных магазинах здесь плюс, конечно, в сторону Mi Home. Устройства Mi Home, конечно, легче найти и обычно они стоят дешевле. Кроме этого, у Mi Home гораздо лучше вылизан и локализирован интерфейс и более гибко настраиваются автоматизации. Но, возвращаясь к уже сказанному, одной из самых главных критериев работы системы умного дома является его безглючность и скорость работы. И здесь Tuya Smart пока опережает Mi Home. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал.
Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома вы можете увидеть в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч!